Это жилой комплекс «Алые паруса» в Москве. Сегодня здесь произошел взрыв. Кроме того, в выпуске регионы России снова под массированной атакой дронов. А в Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся со снегоуборщиком. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Взрыв прогремел в московском жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице 3 февраля в 9:45 утра. Первыми об этом сообщили телеграм-каналы «База» и 112. «База» утверждала, что в подъезде сдетонировало самодельное взрывное устройство. Телеграм-канал 112 писал о взрыве гранаты. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что 1 человек погиб, еще 4 пострадали. Сразу после взрыва появилась версия о покушении. Устройство сдетонировало именно тогда, когда в подъезд зашел мужчина с охранниками. Вскоре личность предполагаемой жертвы была установлена. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что при взрыве был тяжело ранен основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса так называемой ДНР Армен Саркисян. Украинские СМИ называют его криминальным авторитетом, близким к Януковичу. В Украине он объявлен в розыск. Его подозревают в организации убийств во время Евромайдана. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ утверждает, что Саркисян был тесно связан с чеченскими силовиками, а Апти Алаудинов называл его братом. В Депздраве подтвердили, что Саркисян жив, но находится в реанимации. По информации ШОТ, он в коме, ему ампутируют левую ногу. Погиб один из его охранников. Сейчас взрывотехники со служебной собакой осматривают машины, припаркованные у ЖК. Также проверяют лифты, шахты и холлы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство 2 и более лиц. Однако «Коммерсант» отмечает, что его могут переквалифицировать на теракт. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, заложенного в ЖК, составляла 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным МЭШ, взрывное устройство могли заложить под диван в холле «Алых парусов». Его могли привести в действие дистанционно с помощью камер видеонаблюдения. Минувшей ночью дроны ВСУ ударили по Астраханскому газоперерабатывающему заводу. Завод взорвался, короче. Взрыв такой, блин. Я проснулся. Капец, короче, все горит тут. Этот завод принадлежит «Газпрому». Это основной поставщик газа для Астраханской области и российских республик Северного Кавказа. Губернатор Игорь Бабушкин подтвердил атаку на объекты топливно-энергетического комплекса и возникший пожар. Также он показал завод после атаки. В настоящее время проводятся работы по выяснению степени повреждений комбинированной установки переработки сорбинного конденсата. Ситуация контролируется, угроз персоналу нет, экологические нормативы не нарушаются. Кроме того, этой ночью был атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Волгоградской области. Местные жители слышали не менее 50 взрывов. Все в темноте, все выключилось. Там бабахнуло. После серии взрывов в нескольких районах Волгограда пропало электричество. Света не было несколько часов. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что локальные возгорания на территории НПЗ были, цитата, оперативно локализованы. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об отражении атаки 70 беспилотников за ночь. ПВО якобы сбило дроны в Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областях. О пострадавших и масштабах разрушений ведомство не сообщает. Также в течение ночи 9 аэропортов прекращали прием и отправку рейсов. Ограничения коснулись Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение на войне. Об этом председатель правительства Якутии Кирилл Бычков написал в своем телеграм-канале. Других подробностей случившегося Бычков не привел. В том числе он не сообщил, где конкретно Шамаев находился в момент, когда был ранен. Сам же министр в последний раз писал в своем телеграм-канале 29 января о том, как мечтает о домашней еде. На фронт он уехал прошлой осенью по контракту. Временно исполнять его обязанности поставили Игоря Юргина, бывшего главу штурмового отряда, который состоял из заключенных.
Автобус компании «Люкс-Экспресс», который перевозил людей из Сталина от Ивангорода в Санкт-Петербург, столкнулся со снегоуборщиком. 2 человека погибли, 13 госпитализированы. Издание «Фонтанка» со ссылкой на одного из пассажиров пишет, что авария произошла внезапно. Не было ни торможения, ни сигналов, просто резкий удар. Всего в салоне было более 20 человек, в том числе 2 детей. Один из них, мальчик 11 лет, сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Официальные причины аварии пока не называются. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работник котельной в Иркутской области продал лошадь, чтобы отвезти ребенка в больницу. Об этом он рассказал в видеообращении местных жителей к главе Следственного комитета Бастрыкина, в котором они просят разобраться с невыплатами зарплат, которые задерживают с прошлого октября. Живем в долги. Ребенка в больницу увезти, я продаю лошадь, чтобы увезти ребенка в больницу. Я шел на работу, чтобы заработать. Это что такое? Мужчина также рассказал, что на работу ходить приходится 14 километров в одну сторону. Автобусы для рабочих котельная не предоставляет. Предприятие в стадии банкротства, а 23 сотрудника уже заявили, что готовы остановить работу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты свыше 2 месяцев. Ну а пока россияне вынуждены буквально выживать без зарплаты и помощи от государства, Владимир Путин дает очередное интервью своему придворному корреспонденту Павлу Зарубину. Рассуждает, как всегда, о геополитике и судьбах мира. На этот раз даже снизошел до похвалы Трампа за то, что умеет порядок наводить. Сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, да? Реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. О том же, как гражданам выживать зимой, Путин, естественно, не сказал ни слова. И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал и смотрите выпуски там, если YouTube тормозит. Главное, берегите себя. Увидимся.